Всем привет! В прошлом месяце на моем канале вышел мастер-класс по вязанию вот такого вот тигренка Гоши. Всем он очень понравился, но были также такие вот сообщения мне в комментариях, что не понравилась смена ряда на спинке, потому что остается небольшой шов. Ну, для меня, например, это не критично, но если кому-то не нравится, я решила сделать второй вариант этого тигренка. Без полосочек теперь у нас нету шва полностью нигде. Вот. И записала мастер-класс второй вариант. Здесь будет вязаться только вот эта часть, где меняются полосочки. Все остальное будет как в первом варианте. Голова, ручки, ножки, хвостик, все остается с первого варианта. Только вот эта часть будет перевязана. Да, ну мне тоже, конечно, так больше нравится. И еще изменение, что здесь я делала 14 петель, оставляла на туловище, вот здесь вот, ну, на вот эту часть без полосочек. А здесь я сделала их поближе немножко и сделала расстояние 12 петель. Вот в этом еще есть разница. И этого тигренка я вязала из другого цвета. Пряжа та же самая, Ярнард джинс. 50 грамм, 160 метров, 55% хлопок, 45 полиакрил. И цвет это 85. И черный, полосочки черные делала, это 53 цвет. Вязала также точно крючком 2 миллиметра. И все, больше никаких изменений не было. Этот тигренок у меня почему-то получился больше размером, хотя это одна и та же пряжа. Но бывает, что из-за цвета ниточка толще. И, может быть, послабже я его связала. А так, в принципе, все то же самое. Так что предлагаю связать вот такой второй вариант, который совсем уже идеально. Давайте приступим. Вот я связала ножки и 2 первых ряда тела, как по той же схеме, которую мы вязали в первом варианте. Провязала 13 рядов ножки, потом соединила, так же как в прошлом мастер-классе. Первый ряд провязала 15 столбиков, 1 по воздушной петле, 15, 1 по воздушной. И второй ряд тела провязала, там по той же схеме сделала 4 прибавки. Вот, 2 первых ряда тела связаны. Сейчас будем вязать третий ряд. Нужно отметить 12 средних петель. В прошлом варианте я делала 14 побольше. Сейчас решила 12 сделать, чтобы немножко ближе были полосочки. Кому нравится, можно 14 сделать, кому как. Вот средние, где прибавка у нас была, делим их и отмечаем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 12 петель отметили. Теперь берем черную ниточку, делаем петельку закрепительную и начинаем вязать со следующей петли после маркера. Продеваем ниточку и провязываем столбик без накида. И так вяжем. Это первый столбик, дальше второй, третий. И так нужно провязать 24 столбика черной ниточкой. Вот, провязали от маркера до маркера. Черная ниточка у нас получилось 24 петли. Теперь маркеры можно убрать. Теперь берем оранжевую ниточку, тоже делаем закрепительную петлю и будем менять цвет. 24-ю петельку распускаем не до конца, чтобы сменить цвет.
Берем эту ниточку, продеваем петлю и заканчиваем 24 столбик ей. И довязываем до конца ряда уже оранжевой ниточкой 12 столбиков. Вот эти вот. И 12. Вот эту ниточку я черную обрезаю. Потом вот эти две ниточки просто свяжу на узелок. И все. Теперь дальше оранжевой ниточкой вяжем 4 и 5 ряд. Просто все столбики без изменения. 36 столбиков у нас получается. По кругу вяжем просто столбики без накида. 2 ряда, 4 и 5 оранжевой ниточкой. Вот я провязала 2 ряда по 36 столбиков, 4 и 5 ряд. Теперь вяжем 6 ряд туловища. Опять будем вязать полосочку. Берем черную ниточку, делаем такую же петлю, как в прошлый раз. И 36 петлю вяжем не до конца, меняем цвет на черный. Завершаем 36 столбик уже черной ниточкой. Теперь нам нужно провязать черной ниточкой 25 петель. В прошлый раз мы вязали 24 петли, в этот раз будем вязать 25, так как вязание по спирали, оно смещается немножко ряд, и получается, чтобы было ровненько, нужно провязать 25 столбиков. Вот эту оранжевую ниточку я прокладываю под провязанные петли, как и вязали голову, так же точно буду делать. Все, вяжем 25 петель. 25 столбик вяжем не до конца, продеваем ниточку, а завершаем вязание уже оранжевым цветом. Вот так. Далее до конца ряда у нас остается провязать оранжевой ниточкой 11 столбиков. Ниточку обрежу. Десять и 11. Далее 2 ряда, 7 и 8 ряд провязываем без изменений оранжевой ниточкой по 36 столбиков. 2 ряда. 36 столбик 8 ряда провязываем не до конца. Продеваем ниточку, берем черный цвет и завершаем столбик черным цветом. Оранжевую ниточку прокладываем и вяжем 25 столбиков. Ой, 26 теперь. 9 ряд вяжем, провязываем 26 столбиков черным цветом. 26 петлю провязываем не до конца. Завершаем ее оранжевым цветом. И до конца ряда у нас остается провязать оранжевой ниточкой 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь один ряд провязываем оранжевой ниточкой 36 петель. 10 ряд вяжем. 11 ряд нам нужно сделать 6 убавок. Нужно провязать весь ряд 4 столбика убавка, но вначале мы разделим эти 4 столбика, чтобы убавка у нас не заканчивалась на смене цвета.
Поэтому в начале ряда провязываем 2 столбика, 1, 2. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. А далее провязываем 4 столбика убавка до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и убавка. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, убавка. Вот, и после последней убавки у нас остается еще 2 столбика провязать, так как в начале мы тоже провязывали 2 столбика. 1, а второй столбик довязываем не до конца. Берем черную ниточку и завершаем им столбик. Далее вяжем черной ниточкой. Вот в этом ряду теперь у нас, когда мы сделали убавки, у нас получилось 30 петель. Теперь нам нужно черной ниточкой провязать 22 столбика без накида. Вяжем 22 столбика. 22 столбик провязываем не до конца. Заканчиваем его оранжевой ниточкой. И до конца ряда нам остается довязать 8 столбиков без накида. 13 ряд. В нем мы тоже сделаем 6 убавок. Не забывайте наполнять игрушечку в ходе вязания. Провязываем 2 столбика, 1, 2, затем делаем убавку за передние стеночки. А дальше провязываем 3 столбика убавка, весь ряд. 1, 2, 3 и убавка. Опять 3 столбика, убавка. 1, 2, 3 и убавка. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас останется еще одна петля провязать после убавок. Вот, после последней убавки провязывали 3 столбика убавка. У нас остается до конца ряда еще 1 столбик без накида. И в конце ряда у нас получилось 24 петли. Теперь следующий 14 ряд нужно провязать без изменения 24 столбика по кругу. 15 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2 и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда 2 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Все, следующий 16 ряд вяжем без изменений 18 столбиков по кругу. Провязали 16 ряд 18 столбиков, но у нас окончание ряда получается спереди, а мне нужно, чтобы ниточка для пришивания на туловище была сзади. Поэтому я довяжу еще несколько столбиков. Вот так вот смотрю, где у меня серединка. И довязываю. Так. И следующую делаю соединительный столбик на серединке, чтобы был у меня вот эта ниточка. И ниточку оставляю для пришивания, хвостик, и вытягиваю. Вот так вот. Все, на этом вязание тела второго варианта окончено. Вот, нет у нас здесь теперь шва никакого. Остальные все части тела вяжем
точно так же, как в первом варианте. И голову, ручки, хвостик. Все вяжем, как было там. Меняется только вязание полосочек на теле. Все остальное по этому же, по мастер-классу первый вариант. Также приглашаю вас связать вот такие брелочки еще. Тоже мастер-класс уже есть на канале. Кто еще не связал или не смотрел мастер-класс, тоже приглашаю вас связать. Где у меня первый вариант? Вот этот вот. Все. Спасибо за просмотр. Также, как всегда, жду ваши фото ваших тигрят и не только. Всем ровных петелек и пока-пока.